Всем привет-привет. Всем привет-привет. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, хорошо ли видно? Если картинка не четкая, то в верхнем правом углу есть три точечки, на которые можно нажать и выбрать разрешение. Там выбрать другое и более хорошее качество выбрать. А, так, девочки, пожалуйста, скажите, хорошо ли слышно меня? Меня зовут Виктория. Я буду рада, если вы также напишите свои имена, откуда вы. Сегодня у нас такая тема, как реверсивный стемпинг гель красками. Просто в прямом эфире я уже выходила с такими темами, как реверсивный стемпинг гель лаками. То есть мы раскрашивали стемпинг рисунок именно гель-лаками. Также мы с вами выходили в прямой эфир по поводу гель-красок для стемпинга, реверсивный стемпинг именно гель-красками. Сегодня по многочисленным просьбам попросили просто вот девочки выйти именно с такой темой, как реверсивный стемпинг гель-красками. Не теми гель-красками, которые предназначены именно для стемпинга, то есть они, которые вот очень пигментированные, а обычными гель-красками. Очень многих эта тема волнует. Я так понимаю, что гель-краски есть у всех, но, ну, во всяком случае, у многих. И из-за того, что не у всех есть большая палитра именно лаков для стемпинга, я так думаю, что вот именно эта тема раскрашивать стемпинг гель-красками поэтому настолько актуальна. И вот сегодня мы с вами в прямом эфире как раз-таки все нюансы разберем, ошибки, возможно, там какие-то фишки, но, на мой взгляд, это самый простой способ раскрашивания стемпинг рисунка. То есть тут вообще, по сути дела, заморачиваться особо не приходится. Потому что, например, ну вот если, например, посмотреть предыдущие эфиры, версивный стемпинг гель-лаками, то там есть определенные нюансы, которые м, нам нужно сделать для того, чтобы на прозрачном штампе раскрасить рисунок именно гель-лаками. А так как гель-краски, пускай даже они не для стемпинга, но они все-таки по сравнению с гель-лаками, они более пигментированы. Поэтому, соответственно, здесь и по консистенции они гуще. Здесь поэтому никаких особых таких вот проблем в принципе и нет. Я очень надеюсь, что в моих видео я надеюсь, что вы меня правильно поймете, к чему вообще это видео. Я ни в коем случае никого не призываю, давайте раскрашивать стемпинг именно гель-красками или там давайте раскрашивать стемпинг именно гель-лаками. Нет, я просто со своей стороны показываю, какие есть варианты, какие есть способы, скажем так, что любые, в принципе, материалы можно использовать в стемпинге, в том числе и в реверсивном стемпинге. Я люблю работать на прозрачных штампах, поэтому, соответственно, я и показываю все, что можно сделать именно на прозрачных штампах. Давайте так, Надежда, Надежда, здравствуйте, слышно хорошо. Спасибо большое, Надежда, спасибо за обратную связь. Юлия, незабудка, здравствуйте, Виктория, хорошо слышно. Меня зовут Юлия, и я из Башкортостана. Здорово, отлично, спасибо. Вот такая у нас, видите, локация. Давайте я переключу, сейчас установлю вот такой вот штатив, переключу камеру и начнем с вами творить. Так, немного вас потрясет. Так, надеюсь, вот так вот хорошо видно.
свет. Немножко вот чуть-чуть приближу, ну, чтобы было более-менее хорошо видно. Так, лампа, чтобы не бликовала. Думаю, видно хорошо. Так, значит, что у нас самое главное мы должны помнить, да, то, что гель-краски, они, соответственно, не настолько пигментированные, как гель-краски, которые предназначены специально для стемпинга. Да, у них лучше пигментация, чем у гель-лаков, но тем не менее для стемпинга все-таки пигментации им не хватает. Эти гель-краски у меня есть также обзор, и в принципе я показывала, как там это все делается, но покажу. Вот смотрите. Это гель-краски от Beauty Если вот они просто постояли в спокойном состоянии, они абсолютно, ну вот, никуда не вытекают вообще. Ну, то есть вот я переворачиваю, пожалуйста, баночку, и никуда она ничего не стекает. Ну, то есть это вот такие вот гель-краски. Они имеют тексотропную свойство такое, тексотропное. Если же мы их немножко перемешаем, немного вот так вот, я это делаю зубочисткой, потому что это, как говорится, не затратно и не нужно потом ничего очищать. Вот, если мы их немного перемешали, то консистенция уже меняется, и вот краска, вот видите, она уже течет. То есть вот она уже вытекает. Ну, чуть-чуть, если я передержу, то есть она уже вот вытечет. Вот. Но это гель-краски без липкого слоя, то есть, в принципе, ими можно делать какие-то поверхностные дизайны, после этого полимеризовать и не перекрывать топом. Но если вот так вот посмотреть, то кажется, что пигментация гель-красок для стемпинга. Вот именно для стемпинга. Просто у Beauty Luxe есть также гель-краски именно для стемпинга. Как раз мы вот недавно в прямом эфире их рассматривали. Там пигментация намного лучше, и сейчас я вам покажу, в принципе, разницу. Этими красками можно отпечатать стемпинг-рисунок, можно. Но, к сожалению, ну вот лично мне пигментации не хватает. Тем не менее, если вам, так, резкость, тем не менее, если вам нужен эффект такой вот, знаете, не очень пигментированный, то почему бы и нет? Давайте вот отпечатаем вот эти вот бананы, скажем так. Для того, чтобы распределить гель-краску, я использую вот такую вот силиконовую кисточку. Ее очень легко очищать от лишней краски. Намного легче, чем любую обычную кисть. Теперь беру скребок. Мы разбирали все это дело, ну вот в прошлом эфире, как правильно отпечатывать и сделать так, чтобы не было грязи, скажем так, от гель-красок. Вот. Здесь то же самое. Убираю лишнее скребком и отпечатываю рисунок. Вот, пожалуйста, отпечатанный рисунок. Если вам, вот, думаю, видно, он, в принципе, ну как, рисунок полностью отпечатался, все хорошо, все замечательно. Ну вот давайте вот для сравнения я вам покажу рисунок, который был отпечатан лаком для стемпинга. Ну то есть вот пигментацию по разнице, думаю, разницу в пигментации вы видите. Поэтому обычные гель-краски, ну, на мой взгляд, для стемпинга, ну, не совсем, скажем так, подходят. Если вам нужен именно вот такой вот эффект, ну, скажем, не очень яркий, то почему бы нет? Для того, чтобы убрать вот лишнее, вот здесь вот, да, отпечатанное, я сначала в лампу буквально на пару секунд отправляю штампик, вот, там 2-3 секунды, гель-краска немного заполимеризуется, и теперь ее можно легко убрать при помощи скотча. Ну, То есть, если кого-то устраивает вот такая пигментация, то почему бы и нет? Причем, если, например, я этот рисунок просто... Мы знаем, что гель-краска– это гель-краска без липкого слоя. Давайте вот попробуем отпечатать.
Мы буквально полимеризовали там 2-3 секунды, помните, да, то есть просто чтобы убрать лишнее. Вот, пожалуйста, мы отпечатали этот рисунок, и все. Теперь после того, как мы отпечатали рисунок, можно отправлять на уже полную полимеризацию в лампу, ну, минут так, на минуту, можно на 2. Но, в принципе, тут слой не толстый, сам стемпинг рисунок, он очень тонкий, поэтому тут достаточно будет 1 минуты. То есть, если вас такой результат устраивает по пигментации, то почему бы и нет? Можно использовать, в принципе, эти гель-краски, обычные гель-краски, то есть они не для стемпинга. Можно использовать их, пожалуйста, в стемпинге. Но сегодня мы также разберем с вами, ну, то есть я думаю, тут ничего сложного, просто откладываю типс. А, Возьму вот этот вот. Здесь рисунок был отпечатан обычным лаком для стемпинга. И для меня это самый, ну, на мой взгляд, ну, проще всего отпечатать рисунок именно обычным лаком для стемпинга. Но по поводу раскрашивания, да, то есть если у вас, например, всего там 2, 3, 4 лака для стемпинга, черный, белый, золотистый, серебристый. Но вам же нужны другие цвета для того, чтобы придать любому дизайну каких-то красок. Соответственно, раскрашивать мы должны уже какими-то другими цветами. Но вот нет у вас лаков для стемпинга других цветов. Берем, значит, гель-краски. Обычные гель-краски. Причем прошу заметить то, что я сейчас использую вот абсолютно прозрачный штамп. Совсем прям прозрачный штамп. Из-за своей плотности, ну, гель-краски намного плотнее, чем гель-лаки, правильно? Для гель-лаков, помните, мы с вами делали подложку, и только после этого мы раскрашивали, потому что гель-лак скатывается на прозрачном штампе. Так вот, гель-краска из-за своей плотности, она не скатывается при раскрашивании на прозрачном штампе. Нужно раскрашивать, ну, стараться, во всяком случае, раскрашивать в тонкий слой. Так вот, я чуть-чуть тут красненького решила добавить. Ну, просто так вот смешаю немножко цвета прям на штампике. Раскрашивать нужно в довольно тонкий слой. Краска пигментированная, она, в принципе, позволяет, ну, раскрасить именно в тонкий слой. Мало того, мне нравится раскрашивать гель-лаками, гель-красками. Почему? Потому что расход минимальный. Вы знаете, что обычные лаки, ну вот лаки для стемпинга, да, в частности, они очень быстро сохнут. И даже если там умудриться как-то вот на побольше возьму, все-таки тут один цвет. Если даже умудриться и взять ну, вот такой вот большой какой-то, я не знаю, раскрасить большой рисунок, то вот обычных лаков для стемпинга понадобится очень много. Ну, то есть вам, наверное, понадобится там одну каплю, потом она засохнет, вторую каплю. Ну, то есть и вот все в таком духе. Вот таким образом мы раскрашиваем. Мне немножко, конечно, неудобно раскрашивать именно под камеру, но я стараюсь не выходить. Мало того, гель-краска, она все равно а, пускай она не так, как сказать, растекается, как гель-лак, но тем не менее, не так скатывается, да, как гель-лак, но тем не менее немножко скатывается, и поэтому если вы там чуть-чуть как-то выйдете за пределы, ну, абсолютно ничего страшного не будет. Главное раскрасить сам по контуру, а потом можно немножко добавить. Перед тем, как мы будем полимеризовать, мы немножко кисточкой подхватим и добавим. На мой взгляд, это самый простой способ. То есть тут не нужно делать подложки, не нужно, ну вот, не нужно чего-то такого выдумывать, чтобы сделать, ну, раскрасить, да, именно реверсивный стемпинг. Единственное, тут есть такой нюанс. Гель-краски после полимеризации это все-таки будет, ну, такой не тонкий слой, скажем так.
Ну, совсем, можно сказать, не тонкий слой. Но, в принципе, в этом, ну, на мой взгляд, нет абсолютно ничего страшного. Так, вот мы с вами раскрасили. Немножко вот отсюда хочу убрать красного, вот сюда добавить. Вот. Я думаю, вам видно весь процесс. Он виден. Так, посмотрели. Вот это место, оказывается, нужно закрасить, а я его обхожу. Вот. Посмотрели с обратной стороны, как у нас получается рисунок. Вот. И подвели немножко вот там, где немножко гель-краска скаталась по контуру, вдоль контура. Ну, немножко вот так вот подвели. Подраскрасили, подрисовали. Посмотрели опять с обратной стороны. Если все как бы нормально, все устраивает, мы отправляем в лампу на полимеризацию. Причем мы отправляем в лампу на 60 секунд. Нам нужно просушить. Ну вот смотрите, так, вот так, наверное, покажу. Вот смотрите, какой слой. Да, вот он. Вот я гель-краску вот туда-сюда вожу, чтобы вы видели, какой слой. При этом рисунок у нас с обратной стороны, он не смазывается. Это еще один плюс, точно так же, как и в гель-лаках. То, что сам стемпинг рисунок, сколько бы мы ни возюкали кисточкой, он не смазывается. Вот туда вожу, сюда вожу, вот так вожу. Вот, пожалуйста, вот рисунок с обратной стороны, он как был, так и остался. Вот, он не смазывается. То есть это такой же плюс, как и в гель-лаках. Теперь отправляю вот это вот раскрашенный рисунок, отправляю в лампу на 60 секунд. Если кто помнит, с гель-лаками мы чуть-чуть подсушивали рисунок, переносили его на типс и потом уже полимеризовали. Тут такой вариант не пройдет, потому что гель-краска просто, когда мы будем ее прижимать, она просто растечется. Сейчас я подберу какой-нибудь фон. Ну, давайте вот. На типсе абсолютно сейчас ничего нет. Типс абсолютно не липкий. И вот посмотрим, что у нас дальше. Сейчас у нас заполимеризуется. Вот. Рисунок заполимеризовался. Но во всяком случае нам нужно... Она, в принципе, она хорошо просыхает. Но есть такие, ну, несколько раз, во-первых, у меня были вот такие курьезы, когда я начинала переносить, например, рисунок, и у меня просто вот именно с этой стороны, с лицевой стороны гель-краска смазывалась. Поэтому такой вариант, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, никому не нужен. Поэтому мы полимеризуем именно с двух сторон. Можно на самом деле 30 секунд там с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. Как-то так заполимеризовать. Но так, пока у нас полимеризуется это дело, наверное, надо было, да, раскрасить еще какой-нибудь. Но нет, давайте, наверное, не будем мы скакать, а то я потом... Я и так, мои мысли, мои скакуны. Я одно начинаю рассказывать, потом у меня раз и куда-нибудь перепрыгиваю. Так. Ну вот, 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. Давайте теперь попробуем перенести этот рисунок. Вот. И вот что у нас получается. Гель-краска у нас, соответственно, отпечатается, да, вот она отпечаталась. Но сам рисунок, вот этот вот, который мы сделали обычным лаком для стемпинга, он, конечно, не отпечатается. Почему? Потому что а, нет липкого слоя. И вот смотрите, теперь вот здесь вот я хочу вот заострить ваше внимание. Вот видите, вот здесь вот, например, обычный лак отошел. Вот он. Я думаю, вам видно. Вот он, да? А почему? Потому что вот в этой части гель-краска, вот если вам видно, она не высохла. Вот она просто не высохла. Соответственно, обычный лак с этой части он и вышел. Ну, то есть он отошел.
Сам дизайн, я не могу сказать, что вот смотрите, я не могу сказать, что он толстый. То есть если бы мы сделали липкую подложку, у нас бы отпечатался весь рисунок, соответственно, и сама бы вот этот вот слайдер, давайте его снимем и посмотрим на него. Вот он, вот. Не сказать, что он какой-то жесткий, да, не сказать, что он какой-то хрупкий или твердый. То есть вот он, пожалуйста, деформируется, вот как у... К чему это показано? К тому, что, то есть он разместится на любой поверхности, неважно там, ну, то есть на ноготок или на типс. У нас же неровная, да, не прямая плоскость. Поэтому, если сделать, например, какой-то вот липкий слой, то вот этот слайдер, он полностью окутает типс. Полностью. Ну, а, собственно, о чем мы? Давайте как раз и сделаем. Я просто уберу. Ну, это вот то, как, в принципе, делать не нужно, да, и почему. Я показала, почему это не нужно так делать. Давайте... Так. Хотя, вот еще такой момент. Хотя, вы помните, вот я показывала, какой слой гель-краски здесь был нанесен. Вот какой вот прям такой вот довольно обильный слой. При этом, вот смотрите, слайдер, он спокойно гнется, то есть он может принять любую форму. Единственное, только вот я не подсушила, да, до конца с другой стороны, потому что, ну, в принципе, хотела показать, что нельзя не просушивать. Именно нужно просушить рисунок именно с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. С гель-лаками мы с вами такого не делали. Но вот с гель-красками это обязательно. Иначе вот будут вот такие вот ненужные моменты, которые, как говорится, на самом деле никому не нужны. Теперь давайте сделаем так, как нужно. Так, как в принципе должно быть. Отпечатываю я рисунок обычным лаком для стемпинга, потому что мне нужен более пигментированный рисунок. Повторюсь, если вам не нужен пигментированный рисунок, то можно отпечатать его, конечно, и обычными гель-красками. Убираю лишнее. Вот, в принципе, я сейчас даже ждать не буду, когда там подсохнет гель-лак, а просто начинаю раскрашивать. В этот раз начну с красного, просто чуть-чуть вот тут добавлю. Потом это все дело растушую. Ой, у вас не получится, потому что, ну, в каком получится он только если сделать подложку. Вот если сделать подложку на штампе, как мы с вами ее делали при помощи клея для фольги, то тогда получится раскрасить рисунок в тонкий слой. А так в тонкий слой не получится. Гель-краска будет все равно так более-менее скатываться. Но я еще раз говорю, не спешите этот способ как-то там в долгий ящик убирать, потому что да, она скатывается, но не настолько сильно, как это делают гель-лаки. И в принципе у вас, ну вот перед тем, как отправить все это дело в лампу, у вас есть время, чтобы это все подправить немножко, какие-то вот огрехи. Вот. Почему мы здесь просушиваем полностью с двух сторон? Я думаю, понятно, да? Теперь еще такой момент. А, с, у, с гель-лаками, да, мы там до конца не просушивали, и там все-таки мы стараемся тонкий слой раскрашивать, в тонкий слой, потому что гель-лак это сам по себе хрупкий материал, и он может треснуть. То есть, когда мы будем переносить, например, рисунок, он может треснуть. И если его полностью заполимеризовать, гель-лак, то он может просто-напросто как колом встать просто и все.
То есть на ноготке не получится вот именно распределить слайдер таким образом, чтобы вот он прям обвивал ноготок. Вот, собственно, мы раскрасили. Теперь просто поправляем какие-то вот такие вот моменты, которые, ну, где-то недокрашены. Где-то вот скаталась где-то гель-краска. И поэтому, собственно, получается... Вот, докрасили, все, проверили с обратной стороны, все нормально, теперь отправляем в лампу. Теперь я просушу полностью 60 секунд. А пока у нас будет этот типс сохнуть, мы с вами раскрасим более большой рисунок. То есть этот рисунок уже, знаете, на такой вот ноготка. И мы раскрасим с вами вот этот рисунок. Давайте. Так, чтобы вам было видно, возьму вот так вот. Вот. Раскрашиваю. Где-то, возможно, добавляю где-то желтого, ну, на листья. То есть смешиваю вот так вот два цвета. В чем преимущество? Да, то, что можно вот так вот прям на штампе смешать несколько цветов. Это, ну, на мой взгляд, большой-большой плюс. К тому же преимущество все-таки в том, что вам не нужно иметь 150 гель-красок разного цвета. Почему? Потому что вы там из 5 цветов можете замешать себе там целую кучу просто других цветов. Ну, на мой взгляд, это тоже большой-большой плюс. В чем еще плюс? Плюс в очень большой плюс в экономии. То есть раскрашивать гель красками, ну, это, во-первых, ну, намного комфортней, скажем так, и намного экономичнее. Гель-краска расходуется, ну, вот просто по минимуму. Так, вот я особо тут не буду. Рисунок такой вот. Я уже не особо вижу, в принципе, тут, где тут цветочки. И так постаралась кое-что подготовить уже, чтобы в прямом эфире это не отпечатывать. Ну, потому что кому это надо? Это уже просто отпечатанный рисунок. Так. В общем, плюсов, конечно, много, но в любом случае, я еще раз говорю, я никого не подбиваю к тому, что вот давайте-ка будем раскрашивать гель-красками. Нет, это просто как вариант. Ну, то есть нет у вас какого-то цвета. Вот вообще не беда, просто взяли, намешали гель-краску и раскрасили, сделали реверсивный стемпинг гель-краской. И все хорошо, все замечательно. То есть из любой ситуации, в принципе, в стемпинге можно выйти. Абсолютно из любой. В какой, например, в каком случае применить, например, такую технику, в каком случае применить там другую технику. То есть если все это, в принципе, у вас в голове есть, и вы владеете различными техниками стемпинга, то никаких сложностей у вас при создании, неважно там того или другого дизайна, вообще не возникнет. Абсолютно. Да, ну вот где-то там что-то скатывается, ничего страшного, просто где-то там что-то скатывается, ничего страшного, просто переходим на следующий рисунок и все. Потом перед полимеризацией мы просто поправим. С гель-лаками это сделать невозможно. Гель-лаки они настолько сильно скатываются, что там, знаете, вы раскрашиваете одно, а там уже не раскрашено другое. Ну, то есть они намного жиже, гель-лаки. Соответственно, они намного быстрее скатываются. Здесь, в принципе, консистенция позволяет именно и раскрасить, и потом уже где-то что-то добавить. Мало того, гель-лаки в такой толстый слой раскрашивать мы не можем, потому что это все дело задубеет, и потом на ногтях это, ну, этот слайдер на ногтях
распределить будет абсолютно невозможно, потому что он будет стоять колом. Гель-краски после полимеризации, они не теряют своей пластичности, поэтому, в общем, я уже тут запуталась, где тут какой рисунок. Гель-краски не теряют своей пластичности, и поэтому мы полностью можем заполимеризовать рисунок. Вот, и после этого перенести его на типс. Так, не знаю я, что я там раскрашиваю. Тут, в принципе, такой хаос на самом рисунке, что тут и не поймешь, что там, в принципе. Поэтому, думаю, тут не страшно. Я единственное хочу вот этим рисунком показать, вот что будет, если, например, рисунок будет какой-то вот такой вот очень большой и будет выходить за рамки. Так, очищаю кисть и раскрасим давайте с вами вот эти вот цветочки, наверное, оранжевым и желтым. Ну, так хочется. И вот так. И вот так. Таким образом. И теперь буду просто добавлять желтого. Вот смотрите, какую каплю я прям выкладываю, чтобы растянуть ее. То есть, вот. Возюкаю кисточкой, заметьте, сколько. Так, еще. Теперь этот цветочек раскрасим. Мгм. Так, девочки, если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я чуть позднее обязательно на них отвечу. Поэтому не пишите, не стесняйтесь. Так, тут у нас что, цветочек? Так. Ну, вроде как хорошо получается. Где, например, вот я вижу прям очень много краски. Ну, я ее просто снимаю и перекладываю в то место, где мне нужно. Ну, потому что набухало. Но опять-таки вы посмотрите, когда мы все это дело просохнет, слайдер, он останется эластичным. То есть, в принципе, ему будет хватать эластичности для того, чтобы полностью а, аккуратненько лечь на типс. Точки раскрасили. Теперь мы просто поправляем вот эти вот листики. Да, где они у нас там уползли немножко. Так. А сейчас у нас, подождите. Сейчас-то у нас, тут вот у нас с одной стороны гель-краска подсохла, а с другой стороны у нас гель-краска еще не подсохла. Я-то ее не сушила. Давайте вот так вот оставим пока что. Вот, возюкала я кисточкой, вы сами видели сколько. И, в принципе, вот, пожалуйста, то есть сам
стемпинг рисунок, то есть он не смазался, ничего с ним не случилось, и все с ним хорошо. Единственное, я еще раз повторюсь, да, вот гель-краска, вот видите, вот стоит рисунок, она, конечно, вот видите, где-то уже опять скаталась, но это вообще, ну, то есть не нужно на это обращать внимание, просто нужно закончить полностью раскрашивать, а потом вот какие-то моменты вот так вот раз и подправить, и в лампу отправить. Тут совсем ничего сложного. Но чем делать, согласитесь, вот чем делать вот эту вот подложку, там как-то там что-то. Так, проверяем. Сейчас я вот тут еще подберу. Так, и отправляю в лампу на 60 секунд. Так, тут у нас мы просушили с двух сторон. И теперь дальше. Для того, чтобы перенести вот этот вот рисунок, нам нужно создать липкий слой. Липкий слой мы можем делать при помощи слайдера, ой, при помощи праймера. В данном случае я буду использовать клей для фольги. В последнее время мне просто нравится клей для фольги. Как показала практика, отлично все носится, замечательно. Тут досталось просто от предыдущего. Вот клей для фольги тонким-тонким слоем. Немножко нужно подождать, пока клей для фольги подсохнет. Он станет прозрачным, он станет очень липким, и после этого мы можем переносить уже, ну то есть вот полностью готовый рисунок на типс. Так, у меня как раз заполимеризовался тут цветочек, и теперь мне нужно его поставить и еще полимеризоваться уже с другой стороны. Ну то есть это обязательно, с другой стороны это обязательно нужно заполимеризовать. Тут у нас все подсохло, и теперь мы можем переносить рисунок. И вот так вот мы с вами его переносим. Ну, пожалуйста, вот он у нас отпечатался. Полностью рисунок отпечатался. Ну, вот не знаю, как вам показать, насколько... Вот здесь вот опять вот гель-краска, но я не знаю, почему вот у меня именно в этом месте уже второй раз, видать, там какой-то толстый слой или что, ну вот не хочет. У типса, да, вот, приклеился к нему. Вот, кончики подклею, просто штампик там не, ну, не сильно обхватывался. Вот, полностью приклеился и полностью принял форму типса. Насколько это толстый дизайн, он не толще, чем любой дизайн гель-красками. Если бы вы рисовали, ну, например, вот если те же самые бананы вы нарисовали гель-краской, вот то же самое было бы по толщине. Ну, я думаю, вот видно, что никакой особой толщины тут нет. Мало того, я сейчас до конца еще заполимеризую это дело. И, и мы сделаем с вами наложение. Ну, потому что тоже такой момент, он тоже очень... Так, и вот мы с вами возьмем вот такой вот типс. На нем также ничего нет, он абсолютно не липкий. Нанесем клей для фольги. Тонким слоем. Тут толстый слой не нужен. Это вот то, что я сейчас еще сделала. Это прям вот такой еще толстый слой все равно. Ну, толстоватый, скажем так. И теперь, значит, ждем, пока клей для фольги немножко подсохнет, и будем отпечатывать цветочки. Цветочки я взяла вот такой вот большой рисунок, чтобы показать, как потом в дальнейшем можно его убрать. Ну, по типсу, скажем так, распределить. Давайте отпечатаем его вот таким образом, так, чтобы он у нас выходил за рамки. Вот мы с вами отпечатали. Вот смотрите, вот здесь, да, вот, пожалуйста. То есть полностью
слайдер полностью лег на типс. По толщине, вот, ну вот, наверное, может быть, вот здесь, да, будет вот так вот видно, вот толщина этого дизайна. Ну вот я говорю, по толщине это то же самое, чтобы если бы вы рисовали гель-красками на, на типсе. Толщина вот точно такая. Вот эти вот штучки, вот видите, они торчат. Вот что делать? Их просто можно подрезать. На ногтях их тоже можно подрезать, девочки. На ногтях тоже нет проблем подрезать. То есть это делается, ну вот таким образом. То есть вот вдоль, там, неважно, если, например, рисунок зашел за линию кутикулы, то есть вот подрезаем вот таким образом. Если здесь с боков, ну, соответственно, вот у свободного края вот подрезали. Девочки, вот обычно просто ножничками подрезали, убрали вот это вот лишнее. Это вот я показала именно для, ну, как вот убрать вот какие-то такие вот лишние элементы, которые а, при отпечатывании мы понимаем, что нам потом, например, не нужны. Так, я очищу сейчас просто ножнички. Так, одену опять перчаточку. Все, в принципе, что, ну, то есть лишнее подрезали, лишнее убрали, и теперь можно перекрывать дизайн сначала слоем базы, ну, вот как я, например, делаю, а потом уже слоем топа. Также по поводу наложения рисунка. То есть вот какой-то здесь особой толщины в самом дизайне его нет. Что делать, если мы, например, хотим наложить рисунок? Я возьму вот этот вот банан. Я, конечно, могу сделать еще один банан, вообще не вопрос, просто чтобы не тратить ваше время, я уберу вот это вот. В принципе, суть как бы именно отпечатывания, именно раскрашивания, думаю, я рассказала. Теперь по поводу наложения. Ну, к примеру, мы хотим вот сделать банан, а сверху еще яблоко. Ну, хорошо, ладно, давайте все-таки сделаем повторение мать учения, как говорится. Сделаем по-быстренькому какой-нибудь, ну, не знаю, 2 сливы или 2 сливы, ладно. Сделаем 2 сливы. Отпечатали, убрали лишнее. Так, берем кисточку. Что у нас тут? И раскрашиваем сливы. Прям на прозрачном штампе. Вообще не страшно, ничего не будет. Прям на прозрачном штампе. Я не боюсь смазать рисунок. Добавлю просто синенького. В последнее время мне прям нравится на штампе вот смешивать вот так вот цвета. Сами рисунки получаются очень интересными, на мой взгляд. Так, одну сливу раскрасили. Как-то, наверное, вот сюда немножко розовенького, что ли, добавлю. А может, это не сливы-то были, а я их сливами обозвала. Ну, вроде как сливы. Не знаю. Так вот. И также добавлю немножко синенького. Таким образом раскрасили. Если вдруг так получилось, что вы где-то вот там вышли за рамки, за границу, да, рисунка, ну вот возьмите кисточку, любую кисточку, и просто уберите со штампа. Это ведь гель-лак, то есть он так, ну, гель-краска, да, гель-лак. Это же так, пока не заполимеризуешь, в принципе, можно делать все, что угодно. Ну и здесь вот, я не знаю, веточка это или что, но все-таки раскрасим. Пускай будет веточка.
так вот. Не боюсь ничего смазать. Вот, и в лампу полимеризуем с двух сторон. Напомню, с двух сторон по 30 секунд. Так, тут у нас выравнивающим слоем базы, затем любым любимым вашим топом. Так, очищу сейчас штампики, пока у нас полимеризуется это дело. Поотвечаю на ваши, если есть вопросы, поотвечаю на вопросы. Девочки, пожалуйста, буду очень признательна, если у вас будут какие-нибудь вопросы. Так, Светлана Нейлс. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, я из Самарской области. Очень приятно, Светлана. Спасибо большое. Нейлс Корнер Кайра. Ксения из... Ксения у нас из Египта. Это ногтевой мастер, мастер ногтевого сервиса из Египта. И сейчас у нее прям там клиенты из Мексики, откуда только нет у нее там клиентов. Посмотрите, у Ксюши есть свой канал на Ютубе, и она там делает маникюр девушкам из разных стран. Очень интересная такая тема. Всем привет, спасибо за эфир. Спасибо, Ксюш, спасибо. Ирина, а, Ирина, простите, не буду читать, там вот дальше ваш ник. Добрый вечер, Виктория. Меня зовут Ирина. Я из Израиля. Здравствуйте, Ирочка. Израилю огромный-огромный привет. Там Танечка находится. Спасибо большое, Ирочка, что поддерживаете меня в прямом эфире. Спасибо большое за ваши видео. Смотрю вас и восхищаюсь. Очень многому от вас научилась. Вы большая молодец. Удачи вам. Спасибо, девчонки. Большое вам спасибо. Вопросов, я так понимаю, ни у кого нет. Всем, походу, все понятно, как обычно, всем все понятно. По поводу наслоения рисунков. Ну, иногда, например, бывает так, что по композиции вы, например, сделали что-то, отпечатали, но вы хотели бы добавить какой-то элемент в свой дизайн. И, соответственно, вот, пожалуйста, мы сделали с вами вот такие вот две сливы, и добавим мы их сейчас к бананам. Что, значит, здесь нужно учесть? Да, какая-то липкость у нас все равно еще есть, ну вот именно в этой части. Но в части, где у нас банан, а вот именно наложение же у нас будет именно вот на бананы, тут липкой части нет, потому что бананы прикрыли, скажем так, эту липкую часть. И здесь опять нам на помощь, что приходит? Клей для фольги. Причем, смотрите, клей для фольги мы ну, вот эту часть мы будем стыковать. Вот эту часть мы будем стыковать с бананами. То есть вот можно вот в эту часть и нанести клей для фольги. Вот прям вот чуть-чуть. Хорошенько отжав кисть. Можно, конечно, пройтись, ну, вот таким способом. Клей для фольги, обычный клей для фольги, не смазывает стемпинг, поэтому вот мы можем вот так вот возюкать прям поверх. Теперь нам остается только дождаться, пока клей для фольги высохнет, и можно будет сделать наложение рисунка. Именно вот так вот, наложение. Сейчас подсохнет у нас и сделаем. Дальше можно перекрыть. Например, да, давайте я покажу, как я буду перекрывать вот эти дизайны. Еще такой момент, да, кстати, вот, ну это вот по поводу перекрытия. Сейчас мы с вами все это дело обсудим. Так, клей для фольги вот так вот мы на один банан, в общем, сливы наложили. Теперь нам нужно отправить уже на полную просушку. И вот здесь точно так же. Вот. Ну, я не знаю, не так, чтобы вот какой-то это прям вот толстый слой дизайна получается или какой-то толстый дизайн. Нет, в принципе, ну, я говорю, вот точно так же, если бы вы рисовали это гель-красками, вот по высоте это было бы так. Конечно, если мы, например, говорим о рисовании в технике китайской росписи, там все-таки у нас тонкие мазки получаются, поэтому там будет все-таки дизайн потоньше. Но вот если, например, какие-то объемные вензеля рисуете, да, вот где-то вот такой вот объем. Еще такой момент. Вот когда мы подрезали
вот это вот ненужное, то, что у нас торчит, можно также взять, можно также взять, можно, конечно, но где? Вот она. Вот такая пилочку, любую, да, пилочку, и немножко подпилить в тех местах, где вот эти вот лишние элементы были. Для чего это нужно сделать? Причем, вот смотрите, вот я вот здесь вот, например, вот подпиливаю сейчас слайдер. Именно подпиливаю слайдер, чтобы его вот тут вот не было. Почему? Потому что нам же нужно, чтобы этот дизайн хорошо носился. Ну, это как любой слайдер. Вот абсолютно как любой слайдер. Нам нужно, чтобы он хорошо носился. А значит, хорошо держался, да, до коррекции. А значит, нам нужно убрать с торцов, а, ну вот, ну, как в данном случае, да, слайдер. Но это то же самое, как мы работаем с любыми другими слайдерами. То есть желательно, чтобы вот в торцах вот этих вот самого дизайна не было. Вот, например, вот этот банан, если мы его перекроем сверху базой и топом, вот он 100% у нас отслоится, если мы его вот таким образом оставим. Но если мы его немножко вот так вот затрем, на ногтях, поверьте, это видно особо не будет, потому что у нас есть боковые валики. Вот тут буквально полмиллиметра, вот видите, до края, полмиллиметра я подпилила. И вот этого будет достаточно для того, чтобы дизайн хорошо носился. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем базу, гель-базу. Так, сейчас я возьму. Гель-базу. И будем перекрывать этот дизайн сначала выравнивающим слоем базы. Запечатываем. Нам нужно прям вот запечатать вот этот, ну, полученный слайдер. Нам нужно прям запечатать. Так, центрую немножко. И отправляю в лампу. Так, и тут точно так же. Вот везде посмотрели. Вот здесь вот еще вот нужно тоже подпилить, желательно. Я понимаю, что это типс. Понятное дело, что тут особо пилить не нужно, но я сейчас показываю именно так, как это делать на клиентах. Нужно немножко пройтись все-таки пилочкой и по периметру спилить, немного вот этот вот полученный слайдер. Все, центрую немного и также отправляю в лампу. Это мы сделали выравнивающий слой базы. Теперь можно перекрыть уже любым слоем топа. Вот такой у нас получился. Вот такие сливы у нас получились. И вот такие вот цветочки у нас получились. Вот, слой топа также можно делать какой-нибудь там тоже, ну, если вам нужен прям идеальный блик, то, конечно же, нужно будет немножко его тоже выровнять. А если, в принципе, ну, дизайн не ну, фактурный, скажем, не подразумевает какой-то вот блик, то можно и тонким слоем. Так, девочки, почитаю также дальше ваши комментарии. Наталья Белорукова, привет из Протвино. 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 Я помню, что ударение, да, на последнюю О. Здравствуйте, Наталья, рада вас видеть. Так, Наталья Вяткина, простите, если ее. Данс Легенд. Это единственные гель-краски, которые
на мой взгляд, не вызывают аллергию. Но в любом случае, Наталья, лучше все-таки, знаете, аллергия– это дело сугубо, знаете, индивидуальное. У кого-то на что-то может быть, у кого-то на что-то. У меня он самой, вот, например, аллергия, поэтому я всегда стараюсь в перчатках. Ну, понятно, что мы даже в перчатках, в принципе, не особо застрахованы, потому что перчатки рвутся, бывают от ногтей. Но вот, на мой взгляд, Данс Легенд очень хорошие гель-краски, которые менее, скажем, ну, по большей части без аллергенов, вот так вот скажем. Конечно, они могут все равно вызвать аллергию у некоторых людей, но это, говорю, это все-таки индивидуальная. Аллергия очень индивидуальная вещь. Наталья Белорукова, я очень рада вас также видеть в прямом эфире. Прям скучала. Что-то сегодня качество видео не очень. Я прошу прощения, но вот, может быть, в правом верхнем углу на 3 кнопочки нажать и там выбрать какое-нибудь другое качество. Елена, яркость. Цвета одинаково на темном и светлой подложке. Цвета. Так, Елена, вопрос, конечно, интересный. И, я так понимаю, вы спрашиваете по поводу гель-красок и насколько цвета пигментированы на черной подложке. На черной подложке их будет очень плохо видно. В начале видео я показала, что у этих гель-красок они хороши именно для раскрашивания в реверсивном стемпинге. То есть, ну, не будет просвечивать абсолютно любой цвет, не будет просвечивать, ну, то есть все будет красиво. Но именно для стемпинга, вот чтобы просто отпечатали и перенесли на какой-то темный цвет, давайте с вами вместе это сделаем в прямом эфире. Я также покажу, а, чтобы не было, знаете, как типа сказать сказала, но не показала. Вот. Это обычные, Елена, я просто подчеркну, это обычные гель-краски. То есть это гель-краски не для стемпинга, это обычные гель-краски от Beauty. И, ну, в работе они немножко все-таки отличаются. И по пигментации они тоже отличаются. Вот я отпечатала рисунок. Рисунок отпечатался замечательно. Сейчас я возьму просто типс. Немного прихвачу рисунок в лампе, чтобы он не размазался в тот момент, когда я буду его отпечатывать. И давайте вот перенесем рисунок. И вы сами посмотрите на пигментацию. Вот, пожалуйста, пигментация. Вот вы ее видите? Вот, не знаю, как вот показать. Вот она вот такая. Ну вот как по мне, ну то есть это очень плохая пигментация именно для стемпинга. Я еще раз повторюсь, у Beauty Luxe есть гель-краски именно для стемпинга. Вот там с пигментацией все в порядке, там с пигментацией все отлично просто. Здесь это просто гель-краски, которые предназначены для китайской росписи, для просто рисования, ну вот чтобы просто рисовать. Тут пигментации не хватает. Но вот как мы сегодня с вами посмотрели, данными гель-красками очень удобно именно раскрашивать стемпинг-рисунок. Ну, то есть вот раскрашивать на прозрачных штампах. Да, они немного скатываются, но это, знаете, это вообще не критично. То есть если у вас есть гель-краски, то ими очень удобно раскрашивать стемпинг, то есть сделать именно реверсивный стемпинг. Замечательно, просто ими делать. Я очень надеюсь, что, Елена, я правильно вас поняла и ответила на вопрос. Наталья Буревич, привет из Украины. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Украине, привет. Поздно что-то я присоединилась. Скажите фирму красок. У меня от Борнов, и они оставляют грязь. Фирма красок от Beauty Luxe. И вот я только вот что вот буквально отпечатала вот рисунок, и вы давайте вот я отпечатаю его на белом также, и вы посмотрите, что эти гель-краски, они также
Замечательно. Ну, то есть все будет замечательно, если правильно красок от Beauty Lux, гель красок. То есть если вы правильно отпечатываете рисунок с пластины, правильно переносите его на штамп, то никакой грязи не будет. Еще также правильно, то есть мы сначала полностью краску нанесли на всю поверхность, затем скребком практически, ну вот там где-то 85, может быть, да, градусов, скребком жестко прям вот давим и убираем лишнюю краску и отпечатываем, и отпечатываем. Вот, пожалуйста, рисунок отпечатался. Чуть-чуть его прихвачу, чтобы не размазать. Буквально 2-3 секунды. И вот, пожалуйста, вам этот же рисунок, эта же краска на белом фоне. Вот посмотрите, нигде ничего не смазано, нигде нет лишней грязи. То есть вот четко отпечатанный рисунок. Я очень надеюсь, что вам видно. Но это вот на белой подложке еще вот, ну, довольно неплохо, да, согласитесь. Довольно неплохо по пигментации. Но на черной, ну, тут вообще надо приглядеться, прям с лупой не рассмотришь. Но тем не менее, отпечатки, пожалуйста, четкие, чистые, то есть нет лишней грязи, нет никаких лишних разводов. То есть если вы правильно делаете стемпинг, отпечатываете, то никакой грязи, ничего такого не будет у вас при отпечатывании. Если не сложно, пожалуйста, посмотрите предыдущий прямой эфир, там мы делали это все именно с гель-красками для стемпинга, потому что, я так понимаю, Наталья, у вас так, от Born Pretty, Наталья Буревич, я так полагаю, что от Born Pretty у вас краски именно для стемпинга. Вот, поэтому вот предыдущий прямой эфир был как раз-таки посвящен именно гель-краскам для стемпинга. И вот там вот эти вот все нюансы, все вот эти вот подробности я рассказывала так вот, чтобы не было грязи, что нужно сделать, чтобы не было грязи. Так, Наталья Белорукова. Настроила качество. Да, надо было на 3 точки нажать и там выбрать. Спасибо. Вам спасибо, Наталья, что попробовали, и все получилось. Написали Питер. Здравствуйте, Питер. Здравствуйте. Девочки, я так понимаю, вопросов у вас как бы нет. Вот, то есть по поводу того, как чисто перенести рисунок с пластины гель-красками, либо гель-красками для стемпинга. Это вот прошлый эфир, там вот я рассказывала вот эти вот все секреты, как сделать так, как отпечатать так, чтобы не было никаких разводов и никакой грязи. В этом прямом эфире я хотела что до вас донести? Я хотела донести, что а, обычными гель-красками можно раскрашивать стемпинг-рисунок на прозрачном штампе. И это очень легко, в принципе, ну, на мой взгляд, это очень легко. То есть не нужно делать никакой там подложки специальной. Не нужно, вот просто отпечатали рисунок с пластины и начали раскрашивать. Причем можно, ну, я говорю, вот будет, да, сам дизайн, он объемный, но это, знаете, не объемней раскрашенного рисунка. Ну, вот обычного, если вы будете раскрашивать гель-красками. Наталья Белорукова, вопросы есть. Гель-краски для стемпинга, которые в тюбиках. Как перемешивать? Как перемешивать гель-краски для стемпинга, которые в тюбиках? Вот, Наталья, либо это можно делать прямо на штампе, когда вы раскрашиваете рисунок. Ну, то есть вот буквально там чуть-чуть... Сейчас я возьму, одну секундочку, покажу вот. У меня есть вот такая палитра. Вот такая палитра, и это все лаки, гель-краски. Это все гель-краски. Эту палитру вот я замешала, я не знаю уже сколько
месяцев назад. Вот, пожалуйста, тут гель-краска, все в порядке с ней, то есть можно работать. Хранится она, да, вот в таком вот боксе, который не проникают сюда ультрафиолетовые лучи. То есть краски из тюбика можно именно вот таким образом замешать. Замешали, закрыли и убрали. То есть можно так, в штампе. То есть поставили капельку, ну вот давайте для наглядности. Я понимаю, что это такое, гель-краски, которые в тюбиках. Сейчас одну секунду я возьму, просто у меня есть гель-краски для стемпинга, которые в тюбиках. Сейчас одну секунду, пожалуйста. Просто я ни в коем случае не думала, что я буду их использовать. Это то, просто сегодня прямой эфир о простых гель-красках, да, не для стемпинга. Вот гель-краска для стемпинга от Beauty Lux, точно такой же формат гель-красок для стемпинга от Born Pretty. Прежде чем использовать гель-краску, вот так вот немножко пожмите ее в руках, чтобы она, скажем так, если там вдруг как-то засел пигмент или краска отслоилась, ну, то есть вот таким способом пожмякайте. Ну, что мы делаем? Мы просто ставим вот такую вот точечку краски. Вот, совсем чуть-чуть. Закрыли. Что мы хотим смешать? Я, конечно, не знаю, что я хочу смешать, но дело сейчас не об этом же, правильно? Вопрос вообще не в этом. Давайте возьмем вот эту вот, например, розовую. Гель-краска для стемпинга, именно для стемпинга, она более пигментированная, согласитесь. Да, вот я сейчас просто ее смешаю немножко с обычной гель-краской. Вот такой цвет у нас получается. Все равно, да, оранжевый, но уже немножко приглушенный, не настолько термоядерный. И, в принципе, вот все можно вот таким образом получить какой-то другой цвет и раскрашивать им до тех пор, пока вы не заполимеризуете это все, вы можете это использовать. Если, например, вы до конца не использовали, можно вот так вот собрать, вот, и убрать в палитру, вот, которую я вам показывала уже. Давайте вот, собрали, вот, и убрали в палитру. Все, мало ли пригодится, да? Вот так вот. Вот так. Все, и убираем. Ну, то есть у нас был такой неоновый оранжевый, получился такой, еще чуть-чуть можно было такой розовато-бежевый, вот, и все на этом. Для того, чтобы убрать со штампа потом вот эту вот всю мешанину, мы сначала полимеризуем, да, я думаю, тоже в прошлом эфире, мы сначала полимеризуем в лампе. Просто если мы сейчас бы начали убирать, то там бы столько бы грязюки было бы. Вот. А теперь вот убираем скотч. Вот одним легким движением. Видите, убрали. А вот, вот тоже показывала в прошлом эфире. Вот смотрите, вот, например, на штампе у нас вот такая вот, ну, осталась гель-краска. И вот давайте будем убирать ее скотчем. Вот. Она, видите, она сразу полностью не уберется. Вот, видите, еще остается. То есть это нужно вот еще раз, а потом вот, видите, там еще где-нибудь испачкается. И еще, и еще. Ну, то есть это надо много раз вот так вот сделать, чтобы штампик был полностью чистый. А если мы сначала заполимеризовали краску, то потом она убирается, ну, одним, ну, может быть, двумя легкими движениями. Так, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, Наталья. Так, спасибо. И вам большое спасибо. Наталья, огромное спасибо. Девочки, ну что, я смотрю, у вас вопросов больше нет. Если вдруг после просмотра у вас все-таки... Сейчас, одну секундочку, я переключу камеру. Просто тут под софитами сидеть, это очень жарко. Вообще прям все, у меня уже прям
Вот. Я очень надеюсь, что вопросов у вас больше нет. Просто для меня это самый простой способ раскрашивания какими-то гелевыми материалами. То есть именно делать реверсивный стемпинг. Ну, то есть, как мы с вами знаем, гель-лаками это можно сделать, гель-красками это можно сделать. То есть, в принципе, раскрашивать стемпинг можно абсолютно любыми материалами. А, и в чем вся философия всего этого? Это то, что если у вас нет большого количества лаков для стемпинга, вы всегда можете при помощи гелевых материалов, гель-красок для стемпинга или обычных гель-красок, не обязательно для стемпинга, вы можете замешать любой нужный для вас цвет и, соответственно, уже раскрасить рисунок. Именно в этом и заключался как говорится, весь этот прямой эфир. Девочки, я вам очень рада, очень вам признательна, что вы поддерживаете меня в прямых эфирах. Спасибо вам большое. Так, вот Наталья. А у вас, Виктория, если не секрет, аллергия типичная, при которой жжение, зуд, пузырьки вокруг ногтей. У меня, я не знаю, насколько она типичная или нетипичная, у меня аллергия проявляется буквально в течение получаса. То есть, если я вдруг нанесла на свои ноготки какое-то, ну вот такое вот средство, проверяю, я же очень много что еще проверяю также, то есть я наношу, и у меня сразу, во-первых, покраснение, вот прям вот вдоль, оно прям сразу начинает чесаться. И если вот здесь вот начать чесать вот это вот все дело, то это вот прям вот, знаете, оно, вот тогда точно будут волдыри, вот точно. И проходить это дело будет все, ну, блин, где-то месяц. Ну, то есть вот эти вот рытвины, они проходят вот, а иногда даже и больше, ну, в зависимости от того, как там в течение этого времени, там, если много в воде там или что-то. То есть вот эти рытвины, они очень долго проходят и очень болезненно. Я, конечно же, сразу стараюсь, ну, то есть если я чувствую, что у меня вот пошла реакция, то есть вот у меня просто начинает чесаться. Сначала первая реакция, это вот я начинаю вот так вот ну, немножко, скажем так, чесаться начинает. Потом это, да, доходит до того, что уже аж прям больно, и то есть вот, вот такие вот прям волдыри могут вылезти. Но я стараюсь сразу же быстренько снять материал. Причем в своих видео я скажу вам, что я очень часто говорю о том, что ну, как бы аллергия, она действительно индивидуальна, и если у кого-то, например, она не проявляется, и кто-то говорит вам о том, что вот это там а, средства там 9 фри, 12 фри, там, как это вот эти вот еще маркетинговые ходы, да, вот эти вот все там гипераллергенно и все такое прочее. Да, я согласна, в этих материалах, скорее всего, меньше аллергенных вот этих вот всяких компонентов, которые могут вызвать аллергию, но те обидный ингредиент, ну, для многих цитрус, да, например, это аллерген, а для кого-то витамин С и полезные фрукты, которые едятся там килограммами. У меня аллергия точно на очень сильную дисперсию, то есть я сначала не совсем понимала, на что у меня аллергия, в итоге по уже дальнейшим моим наблюдениям, то есть я поняла, что у меня аллергия именно на вот когда у средства прям такая жирная маслянистая дисперсия, вот тогда это точно у меня будет, ну, начнется аллергическая реакция. Если дисперсионный слой такой, знаете, незначительный, ну, такой вот липковатый, но не сказать, чтобы жирный, и, в принципе, не настолько ярко выраженной, да, вот эта вот дисперсия, если она не ярко выражена, то, в принципе, у меня все нормально и никакой аллергической реакции не возникает. Так, а, надеюсь, Наталья ответила на ваш вопрос. У меня пока гелевых нет, хочу попробовать акриловые краски. Акриловые краски, акриловые краски. Акриловые краски тоже это интересная тема, но я не использую в стемпинге акриловые краски, хотя, возможно, это можно было бы. И, наверное, для многих это актуально, потому что кто-то рисует,
да, то есть такие художественные прям произведения на ногтях рисуют акриловыми красками, но, к сожалению, я не работаю акриловыми красками, поэтому не могу протестировать, не могу вот как-то вам что-то посоветовать тут. О, у меня такая же жуть, это вот Наталья. Вот-вот, да. Елена пишет, а реверсивный стемпинг будет виден на черном, когда уже раскрасили. Реверсивный стемпинг будет виден на черном, да, конечно, будет виден, потому что я поняла, про что вы, Елена. А, Вот на этот типс мы просто отпечатывали стемпинг рисунок. Стемпинг рисунок, он сам по себе очень тонкий, поэтому вот я говорила то, что обычные краски, которые не предназначены для стемпинга, они не совсем подходят, потому что пигментации у них все-таки маловато. Тем не менее, отпечатать ими рисунок можно, А, но он под определенным, да, вот там освещением, вот если прям совсем ярко, вот, то, конечно же, на черном фоне просто отпечатанный стемпинг рисунок, он плохо виден. Но когда мы раскрашиваем реверсивный стемпинг, все-таки мы раскрашиваем в, ну, уже в более толстый слой. То есть вы уже в любом случае, вот в такой же тонкий слой, как вот стемпинг рисунок отпечатанный, вы не сможете раскрасить. Он по-любому будет толще. Соответственно, и будет сам рисунок уже получится, ну вот раскрашенный рисунок уже будет более пигментированный, и он перекроет там любой цвет, он перекроет. То есть если мы говорим именно о гель-красках. Вот знаете, вот вы, Елена, спасибо вам большое за вопрос. Мы не так давно говорили о том, как мы раскрашивали реверсивный стемпинг обычными гель-лаками. Вот просто гель-лаками. И там, да, там есть такая проблема, что если раскрашивать реверсивный стемпинг гель-лаками, то на черном фоне раскрашенный рисунок теряется, потому что гель-лаки, они сами по себе очень плохо пигментированы, а в толстый слой в реверсивном стемпинге их использовать не, ну, нежелательно. Там, да, там была такая проблема, но также в прямом эфире я показала, как эту проблему можно решить, и, в принципе, если у вас не пигментированные гель-краски, в любом случае, даже если у вас вообще не пигментированные гель-краски, в любом случае они более пигментированы, чем гель-лаки. Соответственно, рисунок черный фон перекроет на раз-два. Так, Елена, так, в реверсивном стемпинге будет виден на черном фоне, когда уже раскрасили. Так, я спрашиваю про обычные гелевые краски. Да, я поняла, да, вот обычные гелевые краски. Если мы раскрашиваем реверсивный стемпинг, конечно, это будет все видно, потому что мы раскрашиваем толстым слоем. Ну, как толстым? Таким, чтобы закрасить рисунок. Я вот в начале видео, когда я раскрашивала, я показала, какой там, в принципе, слой, вот прям кисточкой повозюкала и показала, какой там вот слой для раскрашивания. Так, попробовать пастелью, рукой сухой пигментацию усиливать. Сухой. Так, еще идея есть попробовать пастелью. Пастелью. Мгм. Так, сухой пигмент, наверное, усиливать. Сухой пигмент, пастель, сухой пигмент, сухими пигментами, наверное, усиливать. Наталья, не поняла немножко, не поняла вопрос. Светлана пишет: здравствуйте, материалов какой фирмы пользуетесь для себя? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Материалом какой фирмы? Смотря для чего. Если вы по поводу аллергии, то я использую материалы компании Dance Legend на себе, но я пробую на себе очень много материалов. Единственное, что я никогда не использую, это базу, гель-базу. Гель-база у меня всегда одна. Флекси база от Dance Legend у меня на все ногти. Неважно, что я буду там дальше делать, укрепление, наращивание, вот мне абсолютно не важно. У меня вот
такой тонкий слой на натуральную ногтевую пластину тонким слоем флекси-база от Dance Legend, и всегда все замечательно держится. Неважно, наращивание то или укрепление, неважно, полигель это или гель это я дальше наношу, или что я буду дальше наносить, вот абсолютно неважно. Девочки, я думаю, помнят, и сколько уже там, 3 недели назад, ну вот ногти очень сильно уже тоже отросли, 3 недели назад я уже показывала то, что вот я сделала этот дизайн, этот маникюр. Это уже будет второй по счету маникюр с таким, скажем так, с тестированием, да, то есть тест такой. Здесь также делали реверсивный стемпинг, гель-лаками раскрашивали. И вот мы смотрим, как он носится. Ну вот и вы сами видите, как он носится. То есть ничего никуда не слазит, ни со стороны свободного края, ни со стороны кутикулы, никакой пленкой ничего не отходит, никуда ничего не слазит. То есть реверсивный стемпинг, если правильно его закрепить, он покрытие, предыдущее свое покрытие, у меня на ногтях предыдущее покрытие держалось там без 5 дней 2 месяца. Вот и это тоже сейчас вот 3 недели пройдет, я видео, конечно, сниму, покажу, что там через 3 недели, ну вот как до коррекции, да, как вообще положено. Но так как у меня у самой нет времени постоянно менять себе маникюр, переделывать ногти там и дизайны, то я в любом случае буду ходить там и месяц, а может быть и дольше. И вот, пожалуйста, видите, все держится. Поэтому реверсивный стемпинг, если правильно закреплять, все будет хорошо держаться. Светлана. То есть, Светлана, я надеюсь, я ответила на вопрос. Так, Наталья пишет, но сохнут, наверное, похуже будет гель-лак с пастелью. Гель-лак с пастелью сохнуть будет похуже? Нет, он точно так же будет. Там абсолютно ничего не меняется. Ничего там такого не изменяется. Ничего там такого не изменится. Если мы говорим про пастельные гель-лаки, да, я правильно поняла, может быть, я что-то не совсем. Пастельные гель-лаки, вот даже на моем канале есть видео, там пастельная коллекция от компании Beauty Lux. У них там, знаете, у них очень хорошая консистенция у гель-лаков. Там настолько мне нравится консистенция, что вот этими гель-лаками даже можно делать стемпинг. Понимаете, вот поэтому она мне, собственно, и нравится. То есть гель-лаки, с которыми можно делать стемпинг. Там отличная пигментация, там, в принципе, даже однослойники, я всегда тонкий слой, всегда все равно 2 слоя выкладываю. Но там можно и в один средний слой. Там такие пастельки очень хорошие. И в стемпинге будет замечательно. Наталья, я про смешивание гель-лаков с сухой пастелью и пигментами неоновыми. Все, теперь я поняла. Да, можно, конечно. Можно в гель-лаке добавлять сухие самые как его пигменты, да, конечно, можно, но у вас изменится в таком случае консистенция, у вас изменится, соответственно, да, раз мы добавляем пигмент, пигментация, вот, и в итоге вы получите гель-краску. Ну, конечно, там соотношение нужно выдержать, но у вас получится гель-краска, и, соответственно, уже гель-краской вы можете делать реверсивный стемпинг, как мы вот сегодня с вами все это дело проделывали в прямом эфире. Наталья, прослушала, база какая у вас? База, я использую базу всегда одну и ту же. Это база, флекси-база от Dance Legend. Сейчас, девочки, 5 секунд. Флекси-база от Dance Legend. Вот такая база. Вот только ее использую на своих ногтях. Больше никакой. В принципе, я с клиентами работаю только вот этой базой. Флекси-база.
и с клиентами, и сама. У меня на все только одна база. С базами я все, я завязала, и я не экспериментирую. И вот там кто-то говорит, что вот для таких ногтей нужна такая база, для таких ногтей такая база, для других ногтей другая база. Вот мне аж прям, знаете, я аж прям смотрю иногда и диву даюсь, да, это вот надо же все это в голове еще держать, а вот придет ко мне Маша, у нее ногти вот такие, и вот для нее ногтей нужна вот такая база. Ну, ребят, ну, это, не знаю, для меня это просто нереально. Просто нереально. Поэтому я для себя выбрала одну базу. Ее самое главное, ее нанести в тонкий слой, заполимеризовать этот тонкий слой. Ну, понятное дело, хорошо подготовить ногтевую пластину. Я вот это вот все сейчас отпускаю, да, то есть как бы это понятно, что тоже важно, но тем не менее. Э, Для меня главное нанести вот на натуральную ногтевую пластину тонкий слой флекси-базы от Dance Legend, хорошо заполимеризовать в течение 60 секунд. После этого мне абсолютно не важно, что я буду дальше делать. Выравнивание базой, буду наращивание делать там гелем или полигелем. Вот вообще не важно. Все. Дальше хоть что делаю, и все держится. Так, ну и понятно, если там без каких-то экстремальных там, я не знаю, там заломов рук, пальцев, ногтей и всего такого. Так, Светлана спрашивает. Я имела в виду при аллергии материалы разных фирм или важна... Я поняла, да, про аллергию. Ну вот у меня, например, на вот эту базу, флекси-базу от Dance Legend, аллергии нет. Ну, то есть уже много, 150 раз использовано, проверено. Но у меня также случаются аллергические. У меня было с цветниками от Beauty Big Bang. Они тогда прислали мне на обзор гель-лаки, цветники. То есть я сделала все как обычно, все вот как я делаю, и тут я наношу цветник, полимеризую, потом сверху перекрываю топом, таким же топом, как я пользуюсь обычно. Это у меня топ, флекси-топ от безлипкого слоя, но это не важно. Вот, и, соответственно, я чувствую, что у меня уже началось вот это вот немножко там что-то пощипывает, там пощипывает, ну, то есть я понимаю, что у меня уже начинается где-то что-то чесаться. И я, конечно, быстро все это дело сняла, но мне на тот момент, мне даже это не помогло. Я быстро сняла покрытие, цветное вот все полностью сняла, но все равно даже вот какое-то время, то есть я там и мыла руки, и замачивала, и что только не делала, но вот это вот жжение у меня все равно оставалось. И в итоге потом это все долго проходило. Ну, то есть на цветнике это тоже бывает реакция. Но последнее время я просто сейчас оставила для... Я сотрудничаю сейчас только с двумя компаниями. От всех остальных компаний я отказалась. Ну, это как бы не тема эфира, поэтому я сотрудничаю сейчас только с Beauty Lux и сотрудничаю с Апротега, это то, что пластины для стемпинга. Э, На, на лаке от компании Beauty Lux, на гель-лаке от компании Beauty Lux, лично у меня аллергии нет. Мало того, эта компания имеет международный сертификат ЕМС, да, который говорит о том, что в этих продуктах нет ну, опасных для здоровья компонентов. То есть, ну, европейский сертификат получить китайскому производителю, в принципе, да, то есть это, наверное, о чем-то говорит, правильно, поэтому эта фирма является ну, для профессионального использования, это сертифицированный продукт. Поэтому, собственно, я, конечно же, оставила сотрудничество с этой компанией, на нее аллергии у меня нет. Вот. Спасибо огромное, Наталья написала. И вам спасибо, Наталья. Наталья Белорукова спрашивает. Помню, вы базу от Dance Legend показывали, но она не в флексе была. Да, Наталья, здравствуй. Ой, спасибо большое за вопрос. Сейчас, одну секунду. Я уже все, я уже, короче, девочки, заговариваюсь. Я показывала биобазу от Dance Legend. Этой базой я перекрываю уже
ну, на клиентах. Я ее использую на клиентах, на типсах я, конечно же, ее не использую. На типсах я использую какие-нибудь такие более дешевые, да, варианты. Биобазу от Dance Legend я использую для того, чтобы сначала перекрыть стемпинг. Всегда стемпинг рисунок я перекрываю сначала слоем базы, а потом слоем топа. И вот биобазой от Dance Legend я перекрываю стемпинг. Любой реверсивный стемпинг, раскрашенный стемпинг, там любой стемпинг я сначала перекрываю слоем базы, а затем уже слоем топа. И вот биобаза как раз мне в этом деле помогает, потому что она максимальное количество времени не смазывает стемпинг. А, Вот советую тоже вот эту вот биобазу, но как оказалось, да, где эта база от Bon Pretty, вот такая вот дешевая, но в старом варианте еще, она тоже очень долгое время не смазывает стемпинг рисунок. То есть можно стемпинг выровнять, именно базой выравнивающий слой сделать, и потом уже перекрыть слоем топа. Девочки, по этому поводу у меня есть, ну, на мой взгляд, очень познавательный прямой эфир, там, где мы сравнивали разные базы, ну, то есть смазывают ли они стемпинг или не смазывают. Есть на эту тему прямой эфир. Пожалуйста, посмотрите. Я думаю, вам после этого станет все, в принципе, понятно. Там разные базы мы использовали, и я именно показала, что, например, вот эта база там через 5 минут или через 3 минуты будет смазывать стемпинг. Но, в принципе, чтобы перекрыть, ну, пускай 20, чтобы перекрыть стемпинг дизайн и отправить в лампу. И согласитесь, этого будет достаточно, ведь правильно? Так, биобаза, да, все правильно. Все правильно, Наталья, биобаза, но эту биобазу я использую именно для того, чтобы перекрывать стемпинг дизайн уже в конце. Елена Мюнхен, ой, кто у нас тут? Кто у нас тут появился? Кто это у нас тут? Елена Мюнхен, это также вот мастер ногтевого сервиса с Германии, с Мюнхена, соответственно. Вот. Лена, это вот прям тоже последнее время очень полюбила стемпинг, всячески по-разному его делает, какие она дизайны делает, прям вообще можно засмотреться идеи дизайнов. Поэтому, девочки, тоже проходите, у Леночки есть свой канал, очень интересные дизайны, можно там стемпинг дизайны, да, посмотреть. Наталья пишет, а эти Beauty Lux на Али продаются? Да, они именно на Али и продаются, эти Beauty Luxы. Там же можно посмотреть и ознакомиться с их сертификатами, но как бы я просто давно сотрудничаю с этой компанией, как бы и я общаюсь тоже также и с представителем компании Beauty Lux, поэтому мы разговаривали и по поводу аллергии, и по поводу всего-всего-всего, ну то есть за это время мы о многом чем говорили. Вот, они есть на AliExpress. Любой обзор под моим видео про бьюти-люксы, вы посмотрите там и гель-краски, и лаки, ну, вот любой обзор, и там будет ссылка на их магазин, на их продукцию. Пожалуйста, посмотрите. Елена Мюнхен, я вообще не в теме, ждала сообщения. Лена попросила меня, когда я пойду в эфир, чтобы я написала, я иду. Ну, а я, как обычно, знаете, все бегом верном, там, то, давай, все, включила, все, в прямой эфир, всем привет, как говорится. Вот, поэтому, ну, прости, Леночка, не, вот как-то я, видишь, вот такая я бессовестная. Так, Лена, ну вообще, я пока прививки первой в запое. Я после прививки, да, Лена сегодня делала прививку от короны, поэтому вот. Сохрани видео, мне нужно очень. Да, кстати, Леночка вот как раз-таки тоже и просила реверсивный стемпинг. Главное, девочки, я повторюсь, это то, что да, этими гель-красками очень комфортно раскрашивать реверсивный стемпинг. Но просушивать рисунок, когда вы уже раскрасили рисунок на штампе, не забывайте, что просушить его нужно с двух сторон. То есть с одной стороны просушили, перевернули штампик и с другой стороны просушили. Если до конца не просушить, то потом будет очень много нехороших курьезов, в общем. Вот.
Девчонки, я всех целую, обнимаю. Надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Если вдруг все-таки какие-то вопросы у вас возникли, пишите, пожалуйста, я с удовольствием вам на них отвечу. И если там не в прямом эфире, просто пишите под видео. Я там тоже стараюсь отвечать на каждый комментарий. Ну, насколько хватает времени, я стараюсь ответить на все комментарии. Я вам очень благодарна, очень вам признательна, что вы поддерживаете меня в прямом эфире. Я вас всех целую, обнимаю. Все. Надеюсь, на следующий вторник встретимся опять в прямом эфире. Все. Всем пока-пока.